Привет, друзья! Это iPhone 13, а это iPhone 13 Pro. Чем они отличаются? Кому нужна обычная версия, а кому Pro? А может быть вообще не стоит обновляться и твой старенький 6s еще тащит? Попробуем разобраться. Первое же нововведение – отказ от упаковочной пленки. Защита природы – это круто, но теперь грязных коробок в магазинах не избежать. Срываем пломбу и видим, что комплектация у смартфонов одинаковая. В прошлом году мы жаловались, что убрали блок питания и наушники. В этом году мы просили оставить хотя бы провод Lightning. Спасибо. Скрепка, макулатура, белые наклейки во всех вариантах расцветки имеются. iPhone 13 получил обновленные цвета. Их теперь 5, и каждый выглядит свежо. Пастельные тона, как мы знаем, сейчас в моде. Я выбрал 13 в синем цвете. Выглядит, как по мне, шикарно. Да и вообще синий и розовый в этом году, как по мне, самые интересные. С 13 Pro ситуация поскучнее. По факту модель получила лишь один новый цвет. Это небесно-голубой. У меня Pro Max в такой расцветке, и вживую он красивее, чем на фото. Хотя многим цвет не зашел. Напишите, что вы думаете. Ну, а просто 13 Pro в сегодняшнем ролике будет в классическом белом исполнении. По материалам корпуса все ровно, как и в прошлом году. В младших моделях это стекло и алюминиевая рамка, а в Pro моделях корпус выполнен из хирургической нержавеющей стали. И лично мне совсем не нравится. Вообще он меня бесит. Начнем с самого главного. Убрали челку. Ой, сори, T9. Уменьшили челку на целых 20%. Теперь она чуть уже, больше похожа на те, что были в OnePlus или Pixel, и по факту, уменьшая ее каждый год, можно смело считать за обновление. На деле разница вызывает лишь нейтральные чувства. Кому эта челка мешала, так и будет мешать. А еще многие жалуются, мол, почему процент заряда не добавили, ведь места стало больше. Не могу не согласиться, это было бы удобнее, и надеюсь, в обновлениях все же добавят. Кстати, теперь модуль фронтальной камеры переместился на левую сторону челки. Дисплей у iPhone 13 и 13 Pro одинаковые, это 6,1 дюйма, Super Retina XDR, разрешение 2532 на 1170 пикселей, а плотность 460 ppi. Экраны во всех моделях стали ярче, это 800 нит у iPhone 13 и 1000 нит у iPhone 13 Pro. И тут, и там OLED-матрицы с поддержкой технологий True Tone и широкого цветового охвата DCI-P3. Из серьезных обновлений экраны в Pro-версии получили дисплей ProMotion, они поддерживают адаптивную частоту обновления от 10 до 120 Гц, причем система сама подстраивает количество кадров в зависимости от сценария использования. Это очень крутая особенность. Теперь кажется, что прошка работает в 2 раза быстрее, хотя по факту он лишь плавнее. А вот Always On Display все еще не завезли. Кстати, вот как выглядят прошлогодние модели рядом с новинками. Экран тот же, рамки те же, за исключением 11 модели. Тут рамки потолще и матрица IPS, и походу это последний представитель айфонов без шим. Я буду скучать. Новинки стали чуть тяжелее и толще, но больше всего удивило, что компания решила переместить кнопки чуть ниже. Признаюсь, расположились они еще удобнее, но то, что теперь старые чехлы от 12 не подойдут и придется покупать новые, как-то не радует. Изменения внешности новинок коснулись и блока камер. В 13 по сравнению с 12 модули расположились по диагонали. Основной модуль теперь переместился вниз. Такое инженерное решение было принято из-за позаимствованной у 12 Pro Max функции стабилизации за счет сдвига матрицы. Это позволит еще лучше стабилизировать картинку. А что касается 13 Pro, то по сравнению с предыдущим 12 Pro модули стали больше, заметно больше. Теперь мемасики с комфорками на плите еще более уместнее. Ну и раз уж я начал, камеры. iPhone 13, как и предшественники, получил 2 основных модуля камеры, широкий и ультраширокий. Добавили новые функции, например, киноэффект. Это когда смартфон автоматически понимает сцену и переводит фокус на главный объект, передавая остальному кадру эффект боке. Причем смартфон распознает лицо людей и, например, при переводе взгляда автоматически и плавно меняет фокус. Доступен этот режим только в Full HD 30 FPS, но уже на первый взгляд работает неплохо. Из важного, основной модуль получил увеличенную матрицу, объектив с диафрагмой f1.6 и стабилизацию со сдвигом матрицы. И по факту модуль здесь ровно такой же, как и в iPhone 12 Pro Max. Сверхширокоугольная камера прежняя, хотя Apple говорит о новом, более быстром сенсоре, с точки зрения оптики апгрейда нет. А вот что касается фронтальной камеры, ее прокачали лишь софтверно, добавив технологию Smart HDR4. Фотографирует чуть лучше, но без вау-эффекта. В 13 Pro все чуточку поинтереснее. Во-первых, тут камера
камер 3, во-вторых, диафрагма стала больше. Это f.5 в ширике и f.8 в ультраширике. Сами сенсоры стали больше, и света теперь на них попадает еще больше. Сверхширокоугольная камера теперь с автофокусом и получила возможность макросъемки с расстояния 2 см. На самом деле очень крутая функция. А новый телевик получил трехкратный оптический зум. По сути, именно Apple допилила мобильную макросъемку, подняв ее уровень до максимума. Потому что модули макро в смартфонах конкурентов, мягко говоря, плохо справлялись. Причем стоит понимать, что и в видео теперь можно применить макро. Тем более компания постаралась, и камера мгновенно может переключаться между режимами. Это невероятно. Но это не все. В прошке по-прежнему в качестве эксклюзива имеется поддержка Apple Pro RAW, датчик LiDAR. Вдобавок к этому появилась поддержка ночного режима для портретов. И самое хайповое и точно предназначенное только для профессионалов — формат ProRes, который станет доступен позднее. Почему, не знаю, но пока что ждем. По итогу можно смело сказать, что камеры в новинках получили спорные обновления. Кто-то в восторге, а кто-то нет. Но мы эту тему раскроем полностью в отдельном ролике. Сделаем кучу тестов фото и видео, поснимаем ночью, портреты и, конечно же, макро. Сравним с 12-м айфоном, с 11-м айфоном, возможно, с пикселем, и вернемся с готовым ответом на вопрос, где камера круче. Так что подписывайтесь и идем дальше. Следующее отличие между 13 и 13 Pro — это автономность. iPhone 13 способен воспроизводить до 19 часов видео и до 75 часов музыку. Смартфон живет на 2,5 часа дольше, чем базовая двенашка. Реализовано это за счет увеличенной батарейки и более энергоэффективного процессора A15. Что касается 13 Pro, то тут доступно до 22 часов просмотра видео и также до 75 часов прослушивания музыки. Везде заявлена быстрая зарядка, 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью 20 Вт или выше. И не знаю, с чем это связано точно, но пока что 13 по ощущениям держит заряд дольше, чем прошка. В любом случае, дабы не ввести вас в заблуждение, подробно мы потестим, а о результатах сообщим в полном обзоре. Производительность. С точки зрения железа смартфоны вроде как одинаковые, но не совсем. В обоих случаях установлен чип A15 Bionic, но у iPhone 13 Pro 5 ядер в графическом процессоре против 4 ядер у iPhone 13. И Apple заявляет, что это новые графические ядра, которые, скорее всего, и позволили реализовать поддержку ProRes в камерах iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Есть еще одно более важное отличие. В iPhone 13 6 гигабайт оперативной памяти, а в iPhone 13 Pro 8 гигабайт. Разницу сложно заметить, потому что в iPhone 13 Pro имеется ProMotion, и за счет него он кажется в 2 раза быстрее. В обычном iPhone 13 всего 60 Гц, поэтому сами понимаете. Ну и, конечно же, накопители. У iPhone 13 исчезла версия на 64 гигабайта, теперь это 128, 256 и 512 гигабайт. А iPhone 13 Pro, кроме таких вариантов, как 128, 256 и 512 гигабайт, впервые предлагает версию на 1 терабайт. Цены и память. iPhone 13 стартует от 80 тысяч рублей за 128 гигабайт. Доплатив 10 тысяч рублей, можно взять версию на 256 гигабайт. А за модель с 512 гигабайтным накопителем нужно будет отдать 110 тысяч рублей. Или 11 штук какого-нибудь бюджетного Redmi. Но еще печальнее цены 13 Pro. 100 тысяч рублей за 128 гигабайт и невообразимые 150 тысяч рублей за топовую версию с 1 терабайтом памяти. Чтобы вы понимали, мой MacBook Air стоит дешевле. Гораздо дешевле. По итогу, основная разница между iPhone 13 и iPhone 13 Pro — это наличие третьей камеры и дисплей с адаптивной частотой до 120 Гц. Также есть небольшая разница в материалах и цветах, но она не является решающей, в отличие от камер и дисплея. Кому нужна обычная или мини-версия? Скорее всего, тем людям, кто не решился обновиться до двенашки с какого-нибудь 6s или 7 Plus, например. Людям, которые каждый год ждут Нового года. И редким контент-мейкерам, которым нужна хорошая камера для создания классных кадров и функций, доступные в тринашке за самый минимальный прайс. Кому нужен Pro? Профессорам?
Ладно, на самом деле тут все понятно. Pro модель нужна профессиональным креаторам, фотографам в основном, тем, кто хочет купить самый последний iPhone и пользоваться им 5 лет, например. Ну и, конечно, людям, которым нужен самый топовый iPhone на сегодня с лучшей камерой, процессором и самыми передовыми технологиями. Какой в итоге выбрать? Естественно, решать лишь только вам. И да, все вышесказанное про iPhone 13 смело можно отнести и к мини, а про 13 Pro к 13 Pro Max. Все они отличаются лишь размерами и объемом батареек. Про все модели айфонов 13 серии мы поговорим в полноценных обзорах. Чтобы было интереснее, напишите все интересующие вас вопросы, мы постараемся ответить на них. И, конечно же, подпишитесь, чтобы не пропустить эти ролики. Скоро увидимся, пока! Ладно, я забыл сказать, но сразу же после этого ролика Александр расскажет вам про iPhone 13 Pro. Для True Pro, про iPhone 13 Pro. Трутон. Трутон для True Pro, iPhone 13 Pro. В общем, подписывайтесь, будет интересно. Пока.